Белорусский язык. Итак, существуют славянские языки, среди них можно выделить восточнославянские, и вот на одном из них говорят в самом центре Европы. Я имею в виду географический центр Европы. Вот как раз там говорят на белорусском языке. То есть в основном его используют в Беларуси, а также в соседних странах. Всего получается около 2,5 миллионов человек, использующих белорусский для повседневного общения. В Беларуси он имеет статус государственного, как и русский. Однако русский язык доминирует практически во всех сферах жизни, особенно это касается крупных городов. Там на усиление роли белорусского языка пытаются влиять объединение патриотически настроенных энтузиастов. И кое-что получается. История. Сначала практически все то же самое, что и для украинского языка. С 14 по 17 век на территории Великого княжества Литовского статус официального имел язык, который украинцы называют староукраинским, а белорусы, вот ведь неожиданность, старобелорусским. В России его называют западно-русским языком. Затем стоит отметить, что в 1918 году Бронислав Тарашкевич издал учебник «Белорусская грамматика для школ», где четко систематизировал существовавшие на тот момент правила белорусского языка. А вот в 1933 году произошел раскол. Комиссия, в составе которой магическим образом не оказалось ни одного лингвиста, приняла новую орфографию. И есть подозрение, что целью этой реформы было искусственное приближение белорусского к русскому. Есть и другое подозрение, что до реформы белорусский был искусственно приближен к польскому, и ради ликвидации сего недоразумения провели реформу. Просто если бы дело было только в орфографии, так там еще и лексика оказалась вплетена. В итоге сейчас белорусский язык представлен двумя вариантами. Официальная орфография, также известная как наркомовка, и классическая орфография, также известная как тарашкевица. Как использовать белорусский язык? Ну, для начала давайте проверим, насколько понятной окажется для нас лексика. С точки зрения лексики, ближе всего к белорусскому оказывается, конечно же, безусловно, украинский. Собственно, потому и набор ложных друзей-переводчика оказывается похожим. Сейчас давайте отметим три слова. Люстра – это зеркало, диван – это ковер, а отказ – это ответ, причем не обязательно отрицательный. Еще одна удивительная вещь – это непривычный для русского уха род некоторых существительных, типа «злый собака» или «зеленый яблок». Фонетика и орфография. Белорусскую речь от русской на слух можно отличить по всегда твердому звуку «р», как в слове «переход». А еще в русском и белорусском вот этой буквой обозначаются разные звуки. В русском мягкое «ч», а в белорусском предельно твердое «ч». Отлично, теперь мы понимаем шутки про белорусских воробьев, которые говорят не чик-чирик, а чик-чирик. Также там не бывает мягких «д» и «т», поэтому не день и тень, а день и тень. Если же мы будем читать белорусский текст, то там наше внимание привлечет вот эта буква, которая произносится как «в» – «завтра». Ну и, конечно же, очевидно, что в белорусском написание соответствует произношению. А так как белорусы якают и акают, то в первом предударном слоге пишется не «е», а «я», как в слове «теперь». А буква «о» пишется только в ударных слогах, уступая место «а» во всех остальных случаях. С 2008 года в официальной орфографии ака не стала касаться еще и географических названий, типа Токио. Кстати, найдется такое приличное количество географических названий, которые по-разному пишутся в официальной и классической орфографии, и даже Россия в этом списке. Ясно, что в официальной орфографии используется более понятная для русского человека логика. Или как это будет выглядеть в классической орфографии? Логика? Для полного счастья осталось придумать третью систему, а вот хотя уже есть она. Латинкой зовется, от неоднозначности при транслитерации избавляет. А еще по-белорусски можно писать вот так. Ничего страшного, это просто белорусский текст, записанный белорусскими татарами с помощью арабского письма. Как видите, белорусский язык крайне необычен и хранит в себе огромное множество тайн и загадок. И хотя бы поэтому стоит его изучать. Вы выучаете белорусскую мову.